Существует ли Бог? Или это просто вопрос, на который у человечества никогда не было однозначного ответа? Мы искали его следы в священных книгах, в голосе пророков, в сиянии звезд и в тишине внутри себя. Кто-то находил веру, кто-то находил сомнения. Но за пределами привычных убеждений всегда остается нечто острое, тревожное, непроговоренное. Что если за религией скрывается не откровение, а страх? Страх перед хаосом, перед пустотой, перед тем, что все происходящее случайно. Страх перед миром, в котором никто не слышит, не отвечает, не спасает. Бог как утешение, как последняя стена между сознанием и бездной. Это видео, не отрицание, не нападение. Это 9 аргументов, которые разбирают веру на части. Не чтобы разрушить, а чтобы понять. Здесь не будет насмешки, не будет агрессии. Только философия, только логика, только та тишина, которая наступает, когда заканчиваются привычные ответы. Если ты готов смотреть в самую суть, где нет гарантии, но есть честность, досмотри до конца. Потому что, возможно, именно там начнется твой первый, по-настоящему личный вопрос. Первое, с чего мы начнем, это вопрос, который мучил человечество тысячелетиями. Если Бог не создавал мир, откуда Он взялся? Ответ может вас шокировать. Современная космология предлагает естественные объяснения появления Вселенной, исключающие необходимость сверхъестественного Творца. Теория Большого Взрыва описывает раннюю Вселенную как чрезвычайно плотное и горячее состояние, которое начало быстро расширяться примерно 13,8 миллиардов лет назад. Последующие открытия, например, космического микроволнового фона, подтвердили эту модель. В рамках квантовой космологии даже само возникновение первичного состояния может быть спонтанным. Квантовые флуктуации способны породить Вселенную из ничего в физических терминах. Так физик Лоуренс Краус отмечает, что все свойства нашей Вселенной согласуются с гипотезой ее начала от квантовой флуктуации пространства-времени. Теория космической инфляции объясняет, как из крохотного флуктуирующего пузырька могла разрастись целая Вселенная. Более того, набирает популярность идея мультивселенной, бесконечного множества вселенных, возникающих естественным образом. В такой картине каждая вселенная может иметь свои физические параметры, и мы наблюдаем тонко настроенную для жизни вселенную просто потому, что жизнь возможна только в ней. Принцип антропного отбора. Таким образом, само существование Вселенной и порядок в физических законах могут рассматриваться как следствие природных процессов, без апелляции к акту божественного творения. Вселенная не нуждается в божественном толчке. Она может родиться из ничего физического. А ничто, как выясняется, не так уж и пусто. А что, если Бог не создавал жизнь? Если глаза, мозг, сердце не результат чьего-то интеллектуального замысла, а итог миллиардов лет слепого отбора? Что, если за внешней идеальной конструкцией скрывается не проектировщик, а процесс? Биология демонстрирует, что разнообразие и сложность жизни на Земле можно объяснить посредством естественных процессов, прежде всего эволюции по Дарвину. Механизм естественного отбора показал, как из простых форм жизни постепенно возникают более сложные, без целенаправленного руководства. Ричард Докинс отмечал, что впечатляющая упорядоченность и приспособленность организмов – это иллюзия наличия разумного замысла живых созданий, которая в действительности объясняется действием отбора и наследственности. Накоплены обширные эмпирические доказательства эволюции, палеонтологическая летопись с переходными формами, генетическое сходство видов, наблюдаемое появление новых видов микроорганизмов и другие. Эти факты свидетельствуют, что для возникновения сложных органов, например, глаз или крыльев, не нужен мгновенный дизайн,
Они могли эволюционировать постепенно через череду малых улучшений, приносящих выжигательное преимущество. Помимо развития существующих видов, наука исследует происхождение самой жизни, абиогенез, как результат химической эволюции. Эксперименты, например, классический опыт Миллера-Юри, показали, что простые органические молекулы способны самопроизвольно образовываться из неорганических при условиях ранней Земли. Современные гипотезы предполагают постепенный переход от абиотических химических систем к самовоспроизводящимся молекулярным структурам. Хотя точные детали возникновения первых клеток еще изучаются, общая тенденция ясна. Сложность живого могла возникнуть естественным путем из более простого, без вмешательства сверхъестественного создателя. Таким образом, сфера биологии не обнаруживает необходимости в божественном плане. Наблюдаемая сложность жизни объясняется небожественными факторами, мутациями, отбором, временем и физико-химическими закономерностями. Сложность – это не доказательство Бога. Это триумф времени, мутаций, отбора. Это то, что рождается не по воле, а по вероятности. Все, что кажется спроектированным, может быть результатом медленного, жестокого, равнодушного механизма. Того самого, что не обещает смысла, но дает жизнь. Почему мы чувствуем Бога? Почему в тишине храма, в миг экстаза или страха, человек вдруг ощущает присутствие чего-то большего? Что если Бог не на небе, а внутри черепной коробки? Что если святое – это просто нейрохимия, а вера не озарение, а побочный эффект архитектуры мозга? Наука все чаще заглядывает туда, где раньше была только мистика. И все, что она находит, находится не снаружи, а внутри нас. Исследования мозга показывают, что религиозные переживания и убеждения имеют нейрофизиологическую основу. В то время как верующие могут интерпретировать чувство экстаза или единения с высшей силой как контакт с божественным, наука находит корреляты этих ощущений в работе нейронных сетей. Например, при сканировании мозга людей, вспоминающих свой интенсивный духовный опыт, наблюдается характерная картина мозговой активности. Снижается активность в некоторых отделах, включая участки теменной доли и таламуса, отвечающие за обработку сенсорной информации и ощущения тела. Иными словами, во время мистического опыта мозг подавляет обычное восприятие себя и окружающего мира, что субъективно переживается как выход за пределы эго и присутствие некой высшей реальности. Нейрологи также изучают, почему человеческий мозг склонен к религиозной вере. С точки зрения эволюционной психологии у человека развито стремление искать намеренность и смысл. Так называемое гиперактивное распознавание агента. Это полезное качество, например, распознавать хищника по шороху. Побочно могло приводить к вере в невидимых агентов, духов богов, там, где их нет. Религиозные убеждения, как правило, передаются через культуру и обучение в детстве, закрепляясь психологическими механизмами подкрепления, страха и утешения. Нейробиологические исследования выявили гормональные и нейромедиаторные корреляты религиозных состояний. Например, высвобождение дофамина при молитве или медитации, схожие с реакцией на музыку или искусство. Сильные духовные откровения могут вызываться и патологиями. Известно, что некоторые формы эпилепсии, особенно височной доли, сопровождаются интенсивными религиозными видениями и эмоциями. Эти данные подрывают аргумент о сверхъестественном происхождении религиозного опыта. Скорее, источник опыта находится внутри мозга верующего. Таким образом, нейронаука показывает, что вера и мистические чувства – это субъективные продукты работы мозга, оформленные культурой, а не доказательства внешней божественной реальности. Экстаз, пророчество, чувство присутствия – все это можно воспроизвести в лаборатории. Мы можем вызывать контакт с Богом с помощью электродов, молекул, импульсов.
Когда шлем подменяет откровение, возникает вопрос: был ли Бог вообще? Или мы все это время разговаривали с самим собой, но просто не знали, что умеем? Если Бог добрый и всемогущ, почему в этом мире столько боли? Почему гибнут дети, рушатся города, умирают ни в чем не повинные? Почему небо молчит, когда кричит тот, кто не заслужил страдания? Это не истерика и не эмоции, это философская мина под фундамент веры. Потому что именно здесь, в несостыковке между всемогущим и всеблагим, начинается одно из самых древних и разрушительных сомнений. Проблема зла – один из древнейших и сильнейших аргументов против существования традиционного всемогущего и всеблагого Бога. Классическая формулировка приписывается философу Эпикуру: «Если Бог желает предотвратить зло, но не может, Он не всемогущ. Если может, но не желает, Он не добрый. Если и может, и желает, откуда берется зло? Если не имеет ни силы, ни желания, зачем называть Его Богом?» Действительно, мы наблюдаем в мире обилие страданий и несправедливости, стихийные бедствия, болезни, мучения невинных людей, включая детей, моральное зло от людей, войны, преступления. Почему всемогущий Бог позволяет этому происходить? Попытки ответить, теодицеи, часто неудовлетворительны. Например, аргумент свободной воли говорит, что Бог дал людям свободу выбора, и зло – это следствие наших злоупотреблений. Но эта гипотеза не объясняет естественное зло, не зависящее от воли человека. К тому же всемогущий Бог мог бы создать мир, где люди свободно выбирают добро. Если Он всеведущ, Он знал бы как. Другой довод, что страдания нужны для высших замыслов, испытания души, воздаяние на том свете. Однако это ставит под сомнение объявленную всемилостивость Бога. Зачем испытание ценой ужасных мучений, если можно было достичь цели милосердным путем? Несоответствие между идеей всеблагого, всемогущего Бога и реальностью зла остается острым противоречием. Либо Богу не хватает силы или желания устранить зло, либо такого Бога нет вовсе. В философии религии проблема зла считается одним из главных аргументов в поддержку атеизма, поскольку демонстрирует логическое несоответствие божественных атрибутов и эмпирической действительности. Если Бог не может остановить зло, Он не всемогущ. Если может, но не хочет, Он не добр. А если не может и не хочет, зачем называть Его Богом? Каждое страдание, на которое Он не ответил. Вопрос. Каждый мучающийся ребенок – не философская категория, а вызов Его природе. И если вера не может объяснить боль, она начинает звучать как оправдание. Мир слишком жесток, чтобы верить в того, кто смотрит и не вмешивается. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Вопрос звучит наивно, но за ним скрыт логический взрыв. Вся концепция всемогущего и всеведущего существа внутренне противоречива. Ряд контраргументов указывает, что свойства, приписываемые Богу, такие как всемогущество, всеведение, совершенная благость и прочее, логически несовместимы между собой или ведут к парадоксам. Например, парадокс всемогущества спрашивает: может ли всемогущий Бог создать камень такой тяжести, который сам не сможет поднять? Если не может создать, значит не всемогущ. Если не может поднять, тоже не всемогущ. Подобные рассуждения не просто игривые головоломки. Они выявляют внутреннюю противоречивость понятия безграничного всемогущества. Нередко богословы отвечают, что Бог не обязан делать логически невозможное, например, квадратный круг, и ограничивают всемогущество всем, что логически возможно. Однако даже в таком ослабленном виде возникают вопросы о совместимости всеведения и всемогущества во времени. Если Бог абсолютно всезнающ, то Он уже знает наперед все собственные будущие действия и решения. Может ли Он их изменить? Если нет, получается, Его свобода ограничена Его же предзнанием, неспособность поступить иначе, чем заранее известно.
Если же может сделать иначе, чем предвидел, значит, знание было неполным или ошибочным, что нарушает всеведение. Таким образом, Бог не может изменить предопределенное им же будущее, не утратив всезнания. Это конфликт всемогущества и всеведения. Аналогично возникает напряжение между всеведением Бога и свободой воли человека. Если наперед известно, как мы поступим, действительно ли наши решения свободны? Многие философы указывали, что эти идеи трудно совместить логически. Даже взятые по отдельности атрибуты Бога порождают логические сложности. Всемогущество приводит к бесконечным регрессам. Может ли Бог ограничить собственную мощь? Всезнание ставит проблему знания зла. Знает ли совершенный Бог, каково это – желать зла? Если нет, знание не абсолютно. Если да, в нем есть зло. Совершенная моральность Бога тоже трудна для понимания. Свободен ли Бог делать зло? Если нет, ограничен в свободе, не может нарушить свою природу. Если да, может ли абсолютное добро совершить зло, оставаясь добром? Подобные логические противоречия не доказывают напрямую несуществование какой-либо высшей силы, но показывают, что традиционные определения Бога внутренне не согласованы. Как отмечает историк Ибн Рушд и другие, попытки строго определить понятие всемогущества неизбежно натыкаются на парадоксы. Некоторые философы, Алвин Карл Плантинга и другие, предлагали пересмотреть смысл этих атрибутов, чтобы избежать парадоксов, но тогда концепция Бога заметно усложняется и отходит от исходных представлений. В конечном счете, если представлять Бога обладающим всеми максимальными свойствами сразу, возникает ряд нерешенных логических проблем, что ставит под сомнение существование такого существа в реальности. Если Бог знает все будущее, Он не свободен. Если не может изменить его, Он не всемогущ. Если может, но знал, что сделает иначе, Он не всеведущ. Каждое из всесовершенств Бога кажется внушительным по отдельности. Но когда мы пытаемся объединить их в одном существе, мы получаем логическую химеру, сложенную из несовместимых понятий. Не божество, а мысленный конструкт, где совершенство превращается в парадокс. И чем глубже мы вглядываемся в этот образ, тем яснее становится. Возможно, мы пытались наделить Вселенную свойствами, которые она просто не в силах удержать. Тысячи лет, миллионы молитв и ни одного проверяемого доказательства. Если бы Бог действительно существовал, мы бы знали, не верили, не надеялись, знали. Но у нас нет ни одного факта, который нельзя было бы объяснить без него, ни одного чуда, не поддающегося анализу. И в мире, где все можно перепроверить, вера остается единственной зоной, где доказательства не требуются. Возможно, не потому, что они недоступны, а потому, что их нет. Еще один философский контраргумент утверждает, что в отсутствии доказательств существование Бога принимать нерационально. В логике и науке действует принцип: обязанность доказывания лежит на том, кто утверждает позитивное существование, а не на скептике, который сомневается. Классическая аналогия – чайник Рассела. Если кто-то заявит, что между Марсом и Землей по орбите летает фарфоровый чайник, невидимый для телескопов, мы не обязаны верить ему, пока он не предъявит убедительных доказательств. Невозможность опровержения такой фантастической гипотезы не делает ее правдоподобной. Аналогично, сторонники веры часто требуют от атеистов доказать отсутствие Бога. Однако эту задачу ставить некорректно. Нельзя доказать отрицание чего-либо, что неопределенно и не проявляется. Но бремя доказательства лежит на утверждающем, а не на отрицающем. Как метко сформулировал публицист Кристофер Хитченс, то, что утверждается без доказательств, может быть без доказательств и отвергнуто. И при этом за тысячелетия ни одно эмпирическое подтверждение бытия Бога не выдержало проверки. Чудеса, на которые ссылались в прошлом,
С развитием знаний получили природные объяснения или оказались легендами. Научный подход многократно проверял религиозные утверждения, от эффективности молитв до креационистских предсказаний, и не обнаружил статистически значимых подтверждений сверхъестественного. Вселенная выглядит так, будто ей управляют безличные физические законы, а не целенаправленный разум. Все наблюдаемые феномены, от грозы до болезни, имеют естественные причины. Чем больше объяснений дает наука, тем меньше остается лакун неведения, куда ранее помещали Бога. Пока нет надежных объективных свидетельств Бога, повторяемых опытов, наблюдаемых явлений и однозначных фактов, логичнее считать, что гипотеза «Бог существует» не обоснована. Это не догматическое отрицание, а требование доказательств. В противном случае, как говорил Бертран Рассел, можно с равным успехом верить в любые недоказанные сущности: розовых единорогов, летающий чайник, Зевса на Олимпе и так далее, что сводит понятие рациональной веры на нет. Отсутствие доказательств, конечно, не строго доказывает отсутствие Бога, но делает веру в Него сугубо вопросом личной, неподтверждаемой убежденности, не обязанной приниматься остальными. То, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. Если Бог – это идея, которую нельзя подтвердить, если она не оставляет следа в измеримом мире, если ее нельзя отличить от воображения, тогда, возможно, она и есть воображение. Вера в Бога без доказательств – не аргумент. Это просто убежденность, личная, субъективная и необязательная для всех остальных. Бог вне времени, вне пространства, вне проверки. Любой аргумент против – это просто испытание веры. Но если гипотеза неуязвима для критики, это не знание, это догма. Эпистемологическая критика указывает, что утверждение «Бог существует» принципиально не поддается проверке средствами человеческого познания. Концепция Бога обычно включает свойства, выводящие его за пределы опыта, невидимый, нематериальный, внепространственно-временной. Любое проявление можно объявить волей Бога, а любое отсутствие проявлений – скрытностью Бога. Таким образом, гипотеза становится нефальсифицируемой. Нет мыслимого наблюдения, которое могло бы ее опровергнуть, ведь всегда можно придумать объяснение, почему Бог решил не показываться. Подобные утверждения наука относит скорее к метафизике. Они не имеют критериев верификации или опровержения, а значит, не могут считаться знанием в строгом смысле. Иммануил Кант отмечал, что существование Бога нельзя верифицировать эмпирически так же, как, скажем, материальные объекты. Оно находится за пределами опыта. Если тезис не проверяется, то рационально относиться к нему агностически или отрицательно, по принципу бритвы Хитчинса, приведенному выше. Кроме того, из-за расплывчатости самого понятия неясно, что именно доказывать или опровергать. Под именем Бог разные люди понимают очень разные сущности. От личного Яхве, вмешивающегося в события, до обезличенного пантеистического разума. Когда нет четкой и единой дефиниции, любой аргумент может скользить. Стоило бы предъявить одно доказательство, как утверждение подстраивается и уходит от проверки. Эта аморфность концепции тоже сигнализирует о том, что мы не имеем дела с конкретным фактом, а скорее с комплексом идей и верований. В итоге эпистемологический скептицизм заключает: даже в принципе мы не располагаем инструментами, чтобы достоверно узнать о существовании или отсутствии Бога. Любая такая вера остается делом личной метафизической интерпретации, а не объектом знания. Пока не предложена четкая, проверяемая формулировка, гипотеза «Бог» не выдерживает критерия научности, и рациональнее воздерживаться от ее принятия без доказательств. То, что нельзя проверить, нельзя и принять как истину. Идея, которую невозможно опровергнуть, не сильна. Она просто бесполезна
Если бы был один настоящий Бог, почему человечество изобрело тысячи? И почему твоя вера так предсказуема? По месту рождения. Верование людей сильно зависит от географии и культуры. Если бы существовал один истинный Бог, можно ожидать, что у всех народов сформировалось бы похожее понимание божественного. Однако история показывает обратное. Разные культуры создали тысячи образов богов и духов, зачастую резко отличающихся друг от друга. У древних египтян был пантеон богов со звериными головами, в Древней Индии свои божества, в Греции и Риме, олимпийские боги в Китае, культ предков и неба, у скандинавов асы и ваны, у современных авраамических религий единый личный бог, но с разными атрибутами – Яхве, Троица, Аллах. Даже внутри одной религии представления о Боге эволюционировали. От грозного мстительного Яхве в некоторых ветхозаветных текстах до всепрощающего Отца в христианстве. Почему единое божественное существо оставило столь противоречивые свидетельства о себе? Более правдоподобным объяснением служит то, что люди сами проецируют свои представления и ценности на небо. Как заметил еще философ Ксенофан, если бы у быков и львов были руки и они умели рисовать, то лошади изобразили бы богов похожими на лошадей, а быки – похожими на быков. Эту мысль подтверждают этнологические исследования. Общество склонно воображать божеств по своему образу и подобию. Например, племена с вождями часто верят в верховного бога-вождя, а у равноправных общин боги более антропоморфны или вообще отсутствуют строгие иерархии богов. То есть Бог выглядит порождением человеческой культуры, а не объективной реальностью, общей для всех. Кроме разнообразия самих концепций Бога, важен и географический фактор веры. Статистика показывает, что религия человека в подавляющем большинстве случаев зависит от места рождения и воспитания. Если человек родился в Саудовской Аравии, почти наверняка он вырастет мусульманином. В Индии – индуистом. В Италии – католиком. В Таиланде – буддистом. В местах, где доминирует одна вера, подавляющее большинство придерживается ее, тогда как про другие религии люди даже не задумываются. Как пишет журналист Кен Миткев, религия – это не выбор. Она просто зависит от того, где ты родился. Это все вопрос рождения. Действительно трудно поверить, что, скажем, индуисты и христиане переживают разного реального бога. Скорее, каждый поклоняется тому образу, который принял от окружения. Разнообразие религий и их привязка к культуре ставит под сомнение претензии каждой из них на абсолютную истину. Гораздо естественнее объяснить, что люди сами создают богов по своему подобию и нуждам. Если бы был один истинный и очевидный Бог, почему столь долго человечество о нем не знало и верило во множество других? Логичное объяснение, потому что все эти боги – продукты человеческого воображения, обусловленного историческими обстоятельствами. Религия – это не выбор. Это координаты на карте. Люди молятся тому, кого им назвали с детства, и каждый уверен, что именно его Бог – истина. Но если бы правда была одна, разве она рождалась бы случайно вместе с языком, флагом и паспортом? Разве абсолют зависел бы от географии? Возможно, боги – это не то, что открылось миру, а то, что мир придумал сам. Не откровение, а отражение. Не голос небес, а голос культуры, который все перепутали с вечностью. Ты чувствуешь Бога, ты уверен в Его присутствии, но то, что мы чувствуем, не всегда то, что есть. Мозг умеет порождать образы, смыслы, уверенность. Особенно если с детства тебе объяснили, во что верить. Особенно если все вокруг верят в то же. Вера кажется очевидной, потому что она встроена в память, в язык, в эмоции. Но очевидность не истина. Она всего лишь привычка. Религиозные убеждения во многом держатся на субъективном опыте, личных откровениях, чувствах, чудесах, которые происходят в душе верующего.
Психология показывает, что люди способны глубоко и искренне верить в совершенно противоположные вещи в зависимости от воспитания и окружения. Вера носит, как правило, наследственный характер. Ребенок автоматически перенимает религию родителей. Христианин убежден в истинности Евангелия, но лишь потому, что родился в христианской семье. Будь он рожден в Иране, с равной горячностью он бы исповедовал ислам. Это означает, что религиозные истины усваиваются не критично, через социализацию, а не через объективную оценку всех вариантов. Кроме того, мистические переживания, чувство божественного присутствия, исцеление молитвой, видение святых случаются во всех религиях, включая взаимно исключающие. Католик может видеть Деву Марию, индус – богиню Кали, шаман – духов предков. Поскольку эти религии не могут быть одновременно истинны во всех деталях, более разумно заключить, что причина переживаний находится в психике человека, а их содержание определяется его верой. Научные эксперименты подтверждают, что такие состояния могут индуцироваться естественными средствами. К примеру, применение некоторых психоделических препаратов вызывает ощущения, крайне схожие с религиозным экстазом. Видение, чувство единения со Вселенной. Нейрофизиолог Майкл Персингер с помощью специального шлема стимулировал электромагнитными полями височные доли мозга добровольцев. И многие сообщали о чьем-то незримом присутствии рядом, эффект, напоминающий ощущение Бога. Эти факты указывают, что духовный опыт ненадежен как указание на внешнюю реальность. Он порождается мозгом и может быть ошибочно интерпретирован. Аналогично чудесные исцеления или удачи верующие склонны приписывать молитве, но статистически такие случаи не превышают вероятности самопроизвольного выздоровления или совпадения. Скептики напоминают и о когнитивных искажениях. Человек запоминает исполненные молитвы и забывает тысячи неисполненных, склонен видеть смысл в случайностях. Все это означает, что религиозная вера во многом держится на субъективных факторах, традициях, личных эмоциях, желании утешения, а не на объективной оценке реальности. Такой фундамент ненадежный. Разные люди чувствуют разных богов, следовательно, сам по себе факт внутреннего чувства не доказывает реальность объекта веры. Для установления истины нужны независимые, межсубъективные данные, а их, как отмечалось, нет. Это аргументирует в пользу скептицизма. Вера – частное психологическое дело, ее источник лежит в человеке, а не вне его. Ощущения, не доказательства. Они говорят не о Боге, а о тебе, о твоих страхах, твоей надежде, твоей памяти и культуре. Не небо говорит с нами разными голосами, а мы сами с собой. Вера – не открытие истины, это механизм утешения, это нейрохимия, это психология, это ты. И пока не появится что-то за пределами внутреннего опыта, вера останется не ответом, а реакцией. Помимо прямых контраргументов, важно рассмотреть и сами основания веры. Классические доводы в пользу существования Бога. Именно они веками служили опорой для теизма. Но почему, несмотря на их масштаб, они не убеждают критически мыслящих людей? Потому что за красивыми формулировками часто скрываются логические лазейки, недоказуемые допущения или просто психологическая потребность в объяснении. В этой главе разбор самых известных аргументов за Бога. Без снисхождения, только логика против логики. Аргумент от дизайна утверждает, что сложность, упорядоченность и целесообразность мира свидетельствуют о разумном замысле. Примером является аналогия Уильяма Пейли. Если найти на пляже часы, по их сложному устройству мы заключим о часовщике. Аналогично сложное устройство Вселенной и жизни указывает на Творца. В двух вариантах этот аргумент применялся к живой природе. Биологическая сложность органов, невероятность случайного появления жизни, и к космосу,
точная настройка физических констант для существования жизни, антропный принцип. Теисты утверждают, что случай не мог породить такой порядок, значит, должна быть высшая разумная причина. На первый взгляд, аргумент от дизайна звучит убедительно. Он апеллирует к интуиции, к естественному восхищению сложностью жизни и Вселенной. Но именно потому он опасен, он кажется логичным, до тех пор, пока не начинаешь его разбирать. А при ближайшем рассмотрении трещины становятся очевидны. Современная наука фактически решила ту задачу, которая казалась Пейли неразрешимой. Дарвин показал, как естественный отбор способен объяснить появление сложных адаптивных структур – глаз, крыло и так далее, без участия внешнего разума. Ключ в том, что отбор не случайен, случайны лишь небольшие вариации, мутации, накапливающиеся поколение за поколением. Небольшое преимущество в выживании приводит к тому, что полезные изменения остаются. Со временем это приводит к тому, что организмы приобретают видимые целевые конструкции, хотя на самом деле это результат слепого процесса. Именно потому биолог Ричард Докинс назвал эволюцию слепым часовщиком. Она создает сложность без замысла. Сейчас иллюзия дизайна в живых существах разгадана. Их происхождение прослеживается от простейших предков к современным через череду переходных форм. Нет ни одного известного сложного органа, который нельзя было бы объяснить эволюционным путем. Даже если детали еще изучаются, общая модель есть. Так называемые доводы о непреодолимой сложности, например, бактериального жгутика или свертывания крови, были выдвинуты креационистами, но ученые показали, что эти системы имеют предшественников и могут возникнуть постепенно. К тому же аргумент от дизайна сталкивается с обилием дефектов и жестокости в природе. В наспроектированном мире слишком много несовершенств, рудиментарные органы, неудачные анатомические решения, паразиты, вызывающие страдания и так далее, что странно для идеального Творца, но ожидаемо при эволюции. Все это размывает убеждение, что жизни необходимо божественное происхождение. Что касается тонкой настройки Вселенной, то и здесь у контраргументов два направления. Во-первых, возможно множество вселенных с разными параметрами, и мы, естественно, находим себя в той, где параметры подошли для жизни. Эта идея мультивселенной вместе с антропным принципом предлагает объяснение, альтернативное. Бог создал именно такую вселенную для нас. Во-вторых, даже если допустить уникальность нашей Вселенной, неизвестно, действительно ли фундаментальные константы могут быть другими и каковы вероятности этого. Возможно, мы просто не понимаем всей необходимости этих значений по-другому. В любом случае, апелляция к Богу тут сталкивается с проблемой. Если сложность Вселенной требует объяснения, то еще более сложный Бог-творец требует объяснения в еще большей степени. Постулировать всемогущий разум как причину значит сделать шаг назад, но не решить вопрос. Как отметил Докинс, Бог, который наблюдает и управляет каждой частицей Вселенной и слышит все наши молитвы, не может быть простым. Его существование потребовало бы еще более сложного объяснения. Иначе говоря, аргумент от дизайна страдает логическим кругом. Пытаясь объяснить сложность, он вводит сущность, Бога, которая сама неизмеримо сложнее и таинственнее, чем то, что она должна объяснить. Это неэкономно с точки зрения логики, нарушается бритва Оккама. Делаем вывод, что сложность и порядок не доказывают Бога. Для порядка есть естественные объяснения – эволюция, физические законы, мультивселенная. А привлечение Бога ставит больше вопросов, чем ответов. Кто спроектировал Бога? Почему мир столь несовершенен, если проектировался идеальным существом? Таким образом, аргумент от дизайна, некогда мощный, существенно ослаблен прогрессом науки и выявленными в нем логическими изъянами. Эволюция – не случайный бросок костей.
Это как если бы слепой часовщик перебирал детали миллиард лет, и каждый удачный механизм сохранялся, а неудачный вылетал из игры. Результат – порядок без замысла. Космологический аргумент исходит из принципа причинности. У всего существующего должна быть причина. Так как цепочка причин не может уходить в бесконечность, должна быть первопричина, с которой все началось. И эту начальную причину предлагают отождествить с Богом. В разных формах этот аргумент выдвигали от Аристотеля и Фомы Аквинского до современных апологетов. Например, космологический аргумент Калама гласит: «Все, что начинает существовать, имеет причину. Вселенная начала существовать, значит, у нее есть причина, и это Бог». На первый взгляд звучит логично, но если копнуть глубже, возникает вопрос, от которого весь аргумент начинает сыпаться. Главное возражение – специальное исключение в аргументе. Если все должно иметь причину, то кто или что обусловил существование Бога? Обычно утверждается, что Бог безначален и самопричинен. Но тогда неясно, почему саму Вселенную нельзя считать безначальной или самопричинной, например, в концепции циклических или квантовых вселенных. Аргумент фактически требует остановить регресс на произвольно выбранной точке, объявить, что вот эту сущность, Бога, не будем подвергать правилу причинности. Это выглядит как логическая лазейка. Как писал еще Дэвид Юм, нет уверенности, что сама Вселенная не может быть необходимым существованием. Всегда существовала или возникла без причины. Во-вторых, современные научные модели ставят под вопрос интуитивное представление о причинности до начала Вселенной. Время и пространство сами начались с большим взрывом. Поэтому спрашивать о причине до времени может быть некорректно. Вне времени нет понятия «до» и последовательности причин и следствий в привычном смысле. Стивен Хокинг образно объяснял: спрашивать, что было до Большого взрыва, все равно, что спрашивать, что находится севернее Северного полюса. Само понятие неприменимо. Некоторые физические сценарии, например, квантовая гравитация, допускают, что Вселенная могла появиться из вакуумных флуктуаций спонтанно, без внешней причины, поскольку на квантовом уровне происходят беспорядочные возникновения и аннигиляции частиц. Общая энергия Вселенной может быть нулевой, материя с положительной энергией и гравитация с отрицательной суммарно, что позволяет Вселенной квантово всплыть из ничего и потом расшириться. В таком случае Бог как объяснение не требуется, причинность на квантовом уровне – не абсолютный закон. Даже если принять, что должна быть некая первопричина, не очевидно, что это именно Бог. Личный и всемогущий, космологический аргумент в своей сухой форме лишь постулирует перводвигатель. Но почему этому перводвигателю следует быть разумным, любящим, справедливым? Это явный скачок. Возможно, причиной Большого взрыва был какой-то аморфный квантовый эффект или иное явление, вообще не похожее на библейского Бога. Привязка аргумента к конкретной религии не вытекает логически. Даже если допустить первопричину, она может не интересоваться людьми, не быть единственной, может, несколько первоэлементов взаимодействовали, или быть вообще безличной. Таким образом, космологический аргумент не доказывает Бога религий. В лучшем случае абстрактную первопричину, а в худшем сам противоречит себе, делая исключение для Бога из правила причинности. Наконец, можно поставить под сомнение сам посыл. Каждый объект имеет причину. В квантовой физике существуют события, которым не приписывается определенная детерминированная причина. Распад отдельного атома – случайное квантовое событие. Возможно, на фундаментальном уровне идея строгой причинности не абсолютна. Вселенная – уникальный объект, и применять к ней повседневные интуиции «всему есть причина» может быть неверно. Делаем вывод, что космологический аргумент страдает перенесением ограниченного опыта на всю реальность
и произвольной установкой Бога как остановки регресса. Он не является строгим доказательством, а скорее метафизическим предположением, которое наука не подтверждает. Онтологический аргумент – необычный довод, который пытается вывести существование Бога априорно из самого понятия Бога. Классическая версия Ансельма Кентерберийского формулируется так: «Бог – это существо, более великого которого ничего нельзя помыслить». Существовать в реальности, согласно Ансельму, больше, совершеннее, чем существовать лишь в уме. Если Бог существует только в нашем понятии, можно помыслить нечто большее – Бога, существующего реально. Это противоречит определению как наибольшего существа. Значит, Бог должен существовать и в реальности, иначе Он не был бы максимально совершенным. В упрощенном виде, раз мы можем мысленно представить совершенного Бога, такой Бог обязательно существует, ибо совершенство подразумевает существование. На первый взгляд это кажется элегантным умственным трюком – доказать существование Бога, не выходя за пределы разума. Но именно в этом и кроется слабость онтологического аргумента. Он не опирается на наблюдения, опыт или факты. Он строит здание на определении и надеется, что оно станет реальностью. И чем глубже смотришь в его логику, тем яснее становится. Он больше говорит о свойствах языка и мышления, чем о существовании чего-либо вне ума. Большинство философов, начиная с современника Ансельма Монаха Гаунила, отвергают онтологический аргумент. Гаунила показал на параллельном примере. Можно представить остров максимального блаженства. По логике Ансельма, такой остров обязан существовать в реальности, иначе он не был бы максимально прекрасным. Но очевидно, что воображение не создает реальные острова. Вывод: от одного определения вещь не начинает существовать. Иммануил Кант сформулировал ключевую критику. Существование – не свойство, предикат, которое можно приписать понятию. Когда мы говорим о некоем предмете, добавление «существует» не увеличивает его внутреннего содержания, а лишь утверждает, что такой объект встречается в действительности. Нельзя включить существование в определение, даже скрытно, как у Ансельма, и тем самым вызвать объект к жизни. Иначе можно было бы определить в бытие что угодно. Например, сказать «единорог» – это самое прекрасное животное, обладающее всеми совершенствами, включая реальное существование. Следовательно, единороги существуют. Ясно, что это софизм. Аргумент Ансельма во многом играет на свойствах нашего разума. Мы можем в уме сделать допущение существования Бога, но это не доказывает реальности вне ума. Современные версии онтологического аргумента, например, модально-логическая версия Алвина Плантинге, более сложны, но их тоже критикуют за использование аксиом, по сути предполагающих искомое. Так, Плантинга вводит посыл о возможности существования существа с максимальным совершенством во всех мирах, что уже подразумевает его существование. Критики указывают, что столь же валидно было бы заявить: возможно, максимальное существо не существует ни в одном возможном мире, и вывести несуществование. Все подобные доводы сводятся к игре с определениями и логическими возможностями, но не к реальности. Онтологический аргумент интересен тем, что пытается доказать бытие Бога чистым разумом. Однако большинство философов считают его неудачным. Он показывает скорее, что человек может вообразить концепцию Бога, которую трудно логически опровергнуть, но и принять ее как доказательство нельзя. В конечном счете, онтологический аргумент не убеждает неверующих. Для них он звучит как: если предположить, что Бог – это то, что есть в реальности, тогда Бог есть в реальности. Что тавтологично. Таким образом, чисто логическое доказательство Бога не срабатывает, ибо подменяет эмпирический вопрос о существовании словесной игрой о совершенстве. Онтологический аргумент – это как сказать:
Если я определю Бога как существующего, значит, Он существует. Это не аргумент. Это словесная магия, завернутая в латынь. Моральный аргумент исходит из существования объективных моральных ценностей и закона, которые, как утверждается, невозможно обосновать без Бога. Теисты часто говорят, если нет Бога, то нет абсолютного добра и зла. Все дозволено. Наша совесть и ощущение морального долга даны Богом. Иными словами, Бог необходим как источник морали и высший законодательно-судейский авторитет, без которого не было бы ни общего для всех развлечения добра и зла, ни стимула поступать хорошо в ожидании божественной награды или наказания. На первый взгляд, моральный аргумент звучит убедительно. Если существует добро и зло, значит, кто-то их установил. Но чем глубже вникаешь, тем яснее становится. Этот аргумент апеллирует не к доказательству, а к страху перед хаосом. Он не объясняет мораль, он просто приписывает ее Богу. А если начать разбирать это рассуждение по частям, оно рассыпается. Во-первых, фактологии противоречат идее, что без религии нет морали. Сравнительные исследования показывают, что уровень преступности и благополучия в светских странах с высоким процентом неверующих не ниже, а зачастую лучше, чем в более религиозных обществах. Люди способны быть добродетельными, сочувствующими и справедливыми без веры в Бога, благодаря воспитанию, эмпатии, пониманию взаимной выгоды сотрудничества. Более того, сами религиозные тексты нередко содержат морально сомнительные эпизоды: оправдание насилия, неравенства, жестокие наказания, которые сегодня большинство верующих отвергает, апеллируя уже к внерелигиозному чувству гуманизма. Это показывает, что мораль эволюционирует независимо от догм. Во-вторых, в философии известна дилемма Евтифрона из диалога Платона. Праведное любимо богами потому, что оно добро, или оно добро потому, что любимо богами. Если первый рог дилеммы верен, то добро существует само по себе, независимо от Бога. Тогда Бог не нужен, чтобы понять, что хорошо. Если же второй, тогда мораль становится произвольной. Раз любое решение Бога автоматически благо, то не существует объективных критериев добра, кроме как Бог так захотел. Бог мог бы объявить добро злом, а зло добром, и на этом основании это стало бы правдой, что противоречит нашему пониманию морали. Таким образом, привязка морали к Богу либо излишня, либо делает мораль условной и бессмысленной. Многие верующие отвечают, что Бог по природе благ и не может пожелать зло, но тогда мы опять приходим к тому, что добро определено вне Бога, через понятие благости, которому и Бог соответствует. С научной точки зрения имеются правдоподобные объяснения происхождения морали в обществе. Социальные существа, как люди, выработали нормы поведения, способствующие выживанию группы. Эволюционно отбирались склонности к эмпатии, взаимопомощи, особенно к родственникам и тем, кто может помочь в ответ, потому что группа альтруистов победили бы группы эгоистов. Эти биологические корни морали подтверждаются наблюдениями. Высокоразвитые приматы демонстрируют зачатки нравственного поведения: поддержка слабых, наказание жуликов в группе, переживание несправедливости. Человек благодаря разуму развил это в сложные этические системы. Да, моральные нормы отличаются в разных культурах, но есть и общие гуманистические интуиции. Золотое правило: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, известно во множестве традиций. Все это указывает, что мораль – продукт социально-биологической эволюции, а не диктат с небес. Тот факт, что атеисты тоже переживают совесть, чувствуют ужас от убийства или лжи, лучше объясняется естественным сочувствием и усвоенными с детства ценностями, чем тайным голосом Бога внутри. Наконец, моральный аргумент не доказывает конкретного божества. Если бы даже допустить, что объективное добро существует, почему оно должно быть именно личным Богом, а не абстрактным принципом? Некоторые философы-атеисты
например, сторонники объективной этики, верят в независимые моральные истины безотносительно к Богу. Таким образом, мораль не требует сверхъестественного происхождения. Мы можем иметь смысл жизни, ценности и нравственность на основе понимания человека, его нужд и страданий. И хотя для верующих вера может быть источником морали, сама по себе она не гарантирует нравственности. Пример – религиозные войны и фанатизм, а отсутствие веры не означает аморальности. Поэтому моральный аргумент скорее психологически поддерживает верующих, но не является доказательством Бога. Можно объяснить мораль и без него, и даже в рамках веры остается нерешенной дилемма. Почему что-то добро? Потому что Бог велит, или Бог велит, потому что оно добро? В любом случае человек оказывается способным различать добро и зло сам. Следовательно, гипотеза Бога не обязательна. Аргументы за Бога не выдерживают логической, научной и философской критики. Это либо пробелы в знаниях, либо риторические трюки. Чем больше мы знаем, тем меньше остается места для сверхъестественного. Итак, перечисленные контраргументы – научные, философские, логические и эпистемологические – не дают математически строгого доказательства несуществования Бога, что и невозможно, учитывая расплывчатость этого понятия. Однако в совокупности они создают весьма убедительную рациональную позицию, что вера в Бога не подкреплена обоснованными причинами. Научные теории успешно объясняют происхождение Вселенной, жизни и сознания без апелляции к сверхъестественному. Философский анализ выявляет противоречия и проблемы в традиционных представлениях о божестве. Проблема зла, парадоксы всемогущества. Те же представления о Боге оказываются во многом обусловлены культурой и психологией, что больше говорит о человеческой природе, нежели о божественной. Популярные проаргументы, дизайн, первая причина, мораль и прочее при критическом рассмотрении либо опровергнуты, либо недостаточны для вывода о реальном существовании Бога. Таким образом, с точки зрения научного и логического подхода, гипотеза Бога не нужна и не подтверждена. Придерживаться ее можно на основе личной веры или откровения, но рационально оправдать ее не удается, и бремя доказательства остается на стороне того, кто утверждает существование такого существа. Как следствие, скептицизм или неверие оказываются интеллектуально обоснованными позициями, учитывая имеющиеся знания. Эти контраргументы не обязательно убеждают убежденного верующего, ведь религия – не только вопрос аргументов, но и традиций, чувств, духовных потребностей. Однако при беспристрастном рассмотрении они показывают, что версия мира без Бога вполне консистентна и даже более согласована с наблюдаемой реальностью, чем религиозная картина. И пока не появится надежное подтверждение обратного, принятие светской, натуралистической картины мира является рационально предпочтительным выбором. Доказать, что Бога нет, невозможно, но доказать, что вера в Него не нужна, можно. Мы разобрали 9 контраргументов, от происхождения Вселенной и жизни до нейробиологии веры, философских парадоксов и культурной обусловленности религии. Каждый из них – удар по догме. Вместе альтернатива всей религиозной картине мира. И эта альтернатива реальна, логична и подтверждена наукой. В ней нет небесного надзирателя, но в ней есть свобода, ответственность и честный поиск истины. Без Бога нет смысла. А может, это наоборот, с Богом ты все списываешь на волю свыше, а без Него ты сам создаешь смысл. Мы не знаем всех ответов. Но сила не в догмах, а в вопросах. Если Бога нет, ты не проклят. Ты свободен. А значит, теперь все зависит от тебя. Если тебе близок этот подход, поставь лайк, подпишись на канал и поделись этим видео с теми, кто не боится думать. А теперь слово за тобой. Пиши в комментариях, какой из аргументов тебя убедил, а какой нет. Спорим, будет жарко.